Понимаете ли вы, что большинство людей тратят целую жизнь на попытки управлять тем, что им никогда не принадлежало? Это кажется бессмысленным, но это так. Чем больше мы пытаемся удержать судьбу, тем больше она ускользает сквозь пальцы. Секрет не в том, чтобы предвидеть каждую мелочь, а в том, чтобы доверять. Бог не просит вас понимать все, Он просит только доверять Ему. Сомнение подобно тени, которая тихо подкрадывается, и когда вы меньше всего этого ожидаете, захватывает всю вашу жизнь. Оно появляется не в виде громких криков, а в виде тихого шепота. «А что, если не получится? А что, если у меня не хватит способностей? А что, если я снова потерплю неудачу?» Эти, казалось бы, безобидные мысли постепенно подтачивают уверенность и крадут энергию, которую можно было бы использовать для созидания, действия и продвижения вперед. И вот в чем дело. Сомнение – это не просто состояние ума, оно превращается в поведение. Когда вы сомневаетесь в себе, вы не решаетесь действовать. Когда вы не решаетесь, вы упускаете возможности. Когда вы упускаете возможности, вы подтверждаете себе, что не способны. Это цикл, который питается страхом и заканчивается стагнацией. Сколько раз вы ловили себя на том, что парализованы перед важным решением? Выбрать смену карьеры, начать бизнес, довериться кому-то или даже инвестировать в себя. Ум создает 1000 сценариев неудач и ни одного успеха. И тогда вы предпочитаете не решать. Но, как я уже говорил в своих исследованиях, нерешительность – худший вид решения, потому что она отдает ваше будущее на волю случая. Подумайте о том, сколько возможностей человечество упустило не из-за недостатка способностей, а из-за избытка сомнений. Я вспоминаю трудный период в свои первые годы работы журналистом. Мне нужно было содержать семью, но денег не хватало даже на самые основные расходы. Долги стучались в дверь, и сомнение стало моим злейшим врагом. Я задавался вопросом, не выбрал ли я неверный путь, не стоит ли мне бросить писать и искать любую работу, чтобы выжить. Это были бессонные ночи, когда я перебирал мысли, воображая катастрофические сценарии. Однако именно в этой бездне неуверенности я решил сделать шаг веры. Вместо того, чтобы сдаться, я продолжал писать, расследовать и брать интервью у успешных людей. Это решение изменило все. Если бы я поддался сомнению, я бы никогда не встретил Эндрю Карнеги и, следовательно, никогда бы не получил доступ к идеям, которые изменили не только мою жизнь, но и жизни миллионов людей во всем мире. И вот истина. Сомнение – величайший вор возможностей. Оно разрушило больше мечтаний, чем любой экономический кризис, любая война или любой внешний враг. Потому что, хотя войны и кризисы приходящие, сомнение может жить внутри вас десятилетиями. История полна примеров мужчин и женщин, которые поддались ему. Никола Тесла, например, гений своего времени, обладал блестящим умом, но часто его одолевали сомнения в признании его изобретений. И в итоге он жил в изоляции и бедности, в то время как другие с меньшим гением процветали, потому что доверяли и действовали. Теперь посмотрите на себя. Сколько раз вы отказывались пробовать что-то новое, потому что сомневались в своих способностях? Сколько раз вы позволяли страху неудачи быть сильнее желания победить? Это происходит с большинством людей. Они тратят больше энергии на воображение катастроф, чем на построение возможностей. Современные исследования показывают, что более 80% забот никогда не сбываются. Другими словами, ум создает фиктивные сценарии, которые никогда не произойдут, но которые все равно поглощают жизненную энергию, разрушают отношения, подрывают здоровье и крадут покой.
Любопытно думать, что во многих случаях решение появляется именно тогда, когда вы перестаете сомневаться. Сколько раз, отпустив тревогу, ответ, который казался невозможным, возникал естественным образом. Возможно, вы уже испытали это. Вы не спали, думая о том, как погасить долг, и вдруг, когда вы перестали ломать голову, появилась возможность погасить эту сумму. Не случайно, а потому что сомнение ослепляет, а уверенность открывает глаза. Я хочу, чтобы вы подумали, сколько мечтаний все еще хранятся в вашем ящике, потому что сомнение убедило вас в том, что это невозможно. Сколько дверей вы даже не пытались открыть, потому что поверили лжи о том, что вы не способны. Самый большой акт мужества – это не противостоять миру, это противостоять самому себе. Это заставить замолчать внутренний голос, который повторяет «ничего не получится», и заменить его твердым заявлением «Я выбираю доверять». Проведите эксперимент. В течение следующих 7 дней, каждый раз, когда возникает сомнение, не спорьте с ним. Просто скажите вслух: «Я доверяю Богу и иду вперед». Вы заметите, что постепенно ваш ум начнет соответствовать этой новой истине. Речь идет не об игнорировании реальности, а о выборе веры вместо страха, уверенности вместо паралича. Потому что, в конце концов, сомнение имеет силу только в том случае, если вы его питаете. И сегодня вы можете решить прекратить эту подпитку и заменить ее уверенностью, определенностью и действием. Если вы сделаете этот шаг, вы обнаружите, что сомнение никогда не было непреодолимой стеной. Это была всего лишь дымовая завеса, готовая рассеяться в тот момент, когда вы решите довериться. И именно с этого доверия начинается истинное преображение. Молчание Бога для многих является величайшим испытанием веры. Когда мы молимся, просим ответов, взываем о знаках и ничего не получаем, человеческий ум восстает. Возникает мысль, которая преследует: «Неужели Он забыл меня? Неужели Он меня не слышит?» Это чувство пустоты сопровождало меня много раз. Я помню, когда был погружен в исследования, которые дали начало моей самой важной работе. Это были годы интервью с успешными мужчинами и женщинами, сбора историй, противостояния критике и во многих случаях ощущение, что я один. Я задавался вопросом, не трачу ли я время впустую, будет ли это усилие иметь какую-либо реальную ценность. И именно тогда, когда казалось, что нет видимого ответа, именно в этом молчании я обнаружил, что меня готовят к чему-то большему. Молчание – это не отсутствие, это общение. Просто это другое общение, которое не переводится в слова, а в внутреннее преобразование. Тревожный ум хочет немедленных знаков, но молчание учит нас терпению, приглашает доверять без доказательств. Посмотрите на примеры из истории. Иосиф был предан своими братьями, продан в рабство и забыт в тюрьме на годы. По-видимому, Бог молчал. Но именно в этом молчании он был сформирован для управления Египтом. Молчание не было оставлением, оно было подготовкой. То же самое произошло с Авраамом. Бог обещал ему потомство, но время шло, и ничего не происходило. Ночь за ночью он смотрел в небо, не получая конкретного ответа. Тем не менее, это молчание превратило его в отца веры, и даже с Иисусом это повторилось. В Гефсиманском саду он попросил, чтобы чаша была отведена. Небо молчало, но это молчание не означало отсутствие. Это было подтверждением того, что воля Божья была в действии, хотя и невидима. А что сказать о практической жизни? Подумайте о себе. Сколько раз вы искали ответ на трудное решение и не находили никакой ясности? Молчание кажется невыносимым, но именно в нем растет ваша вера. Именно в нем вы перестаете зависеть от мимолетных эмоций и учитесь опираться на более глубокие убеждения.
Современная наука подтверждает, что люди, которые учатся справляться с периодами неопределенности, развивают большую эмоциональную устойчивость и даже лучшее психическое здоровье. Исследования в психологии показывают, что способность ждать, доверять и справляться с неизвестным напрямую связана с более низкими уровнями тревоги и депрессии. Поэтому молчание может быть лекарством, а не наказанием. Я сам испытал это болезненным образом. Был период, когда я потерял финансовую поддержку для своих исследований. Многие говорили, что моя работа не имеет ценности, что я должен сдаться и искать безопасную жизнь. Молчание Бога было оглушительным. Я не видел знаков, у меня не было гарантий, но я решил продолжать, даже без немедленных ответов. И именно в этом молчании я встретил людей, которые открыли мне двери и привели меня к новым открытиям. Если бы я сдался, сегодня мир не узнал бы законов успеха, которые я записал. Молчание, когда его принимают, учит нас перестать искать доказательства и жить верой. Оно заставляет нас осознать, что Бог работает за кулисами, даже когда мы этого не видим. Это как семя под землей. Вы смотрите и видите только пустую почву, но что-то происходит внутри. Отсутствие знаков не означает отсутствие жизни. Наоборот, именно в это скрытое время корень укрепляется, чтобы потом принести плод. Поэтому подумайте, действительно ли молчание, с которым вы сталкиваетесь сегодня, является оставлением? Или это невидимая подготовка к чему-то большему? Возможно, ответ, которого вы так ждете, не придет сейчас, потому что вы еще не готовы его получить. Молчание может быть именно тем пространством, которое необходимо для того, чтобы вы созрели, укрепили свою веру и были готовы к следующему шагу. Молчание Бога не следует рассматривать как отвержение, а как откровение. Оно показывает, что вам не нужны постоянные знаки, чтобы продолжать, вам нужно только доверять. И когда вы это понимаете, молчание перестает быть бременем и становится учителем. Потому что именно в молчании проверяется ваша уверенность, укрепляется ваша вера, и ваша жизнь выстраивается в соответствии с большей целью. Когда я думаю о том, как сильно мы настаиваем на том, чтобы удерживать контроль, меня бросает в дрожь при воспоминании о собственных ошибках. Был период, когда я работал на Эндрю Карнеги, когда я верил, что если я не буду контролировать каждую деталь, если я не буду присутствовать на каждом собрании, в каждой переписке, в каждом решении, все рухнет. Я был убежден, что мир нуждается в моей силе, в моем постоянном внимании, и какое-то время казалось, что моя преданность окупается. Появлялись маленькие победы, завершались задачи, и мое эго чувствовало себя накормленным. Но постепенно я понял, что это чувство власти было всего лишь иллюзией. Я был измотан, обеспокоен, не способен увидеть возможности, которые возникали именно потому, что мой ум был слишком занят тем, что я считал необходимым контролировать. Именно в один из тех долгих дней, когда Карнеги попросил меня организовать сложный проект, в котором участвовали десятки людей и сотни деталей, я, наконец, усвоил урок. Чем больше я пытался удержать руль, тем более непредсказуемыми становились результаты, тем больше появлялось ошибок, и тем больше я страдал. Потребовалось мужество, чтобы отпустить. Я глубоко вздохнул, делегировал обязанности, доверился своей команде и впервые заметил нечто необычайное. Начали возникать идеи, которые я никогда бы не смог придумать сам. Отпустить не означало провал, это означало позволить чему-то большему действовать, позволить естественному потоку жизни раскрыть пути, которые скрывала жесткость моего контроля. Спросите себя, сколько раз вы планировали каждый шаг своей жизни и все равно сталкивались с неожиданными неудачами? Сколько раз страх потерять контроль мешал вам увидеть двери, открывающиеся перед вами?
Удивительно, как простое действие отпускания может изменить реальность. Это как если бы ум, освобожденный от тяжести чрезмерной ответственности, начал видеть решения, которые раньше были невидимы. Я также помню близкого друга, чья история всегда глубоко меня поражала. Он потратил годы, пытаясь контролировать каждый аспект своего бизнеса, каждого сотрудника, каждое маркетинговое решение. В конце концов, он потерял не только энергию, но и энтузиазм и уверенность. Но когда он решил довериться своим партнерам, когда он начал позволять другим вносить настоящий вклад, компания стала процветать как никогда раньше. Это не было удачей. Это было прямым следствием отпускания руля и доверия естественному потоку сотрудничества. Этот урок применим ко всем сферам жизни. В любви, в отношениях, в воспитании детей, в управлении временем или в заботе о здоровье. Попытки контролировать каждую деталь истощают, заключают в тюрьму, ограничивают. Когда мы позволяем жизни разворачиваться, когда мы позволяем людям вокруг нас действовать в полной мере, мы удивляемся решениям и достижениям, которые мы никогда бы не вообразили. И самое невероятное, что эта сдача не уменьшает нашу ответственность. Она просто выравнивает нас с большей силой, которая управляет всем. Сегодня я призываю вас понаблюдать в течение 7 дней все ситуации, в которых вы чувствуете необходимость слишком сильно контролировать. В каждой из них глубоко вздохните и сделайте сознательный выбор. Делегируйте, доверяйте, позволяйте вещам разворачиваться без вашего непосредственного вмешательства. Запишите, что меняется. Ваш ум станет яснее, ваши решения более уверенными, и вы обнаружите, что жизнь, освобожденная от напряжения чрезмерного контроля, течет удивительно красивыми способами. Отпустить руль – это не сдаться. Это признать, что вы являетесь частью чего-то большего, что каждое человеческое усилие более эффективно, когда оно сочетается с доверием и сдачей. Это акт тихого мужества, практической мудрости, и, поверьте, именно в этот момент возникают идеи, которые действительно меняют вашу историю. Мир пытается продать нам мир, как если бы это было что-то, что достигается вне нас. Зарплата, признание, мимолетное одобрение. Но правда в том, что эти достижения хрупки, приходящие и исчезают так же быстро, как и появляются. Я помню, как наблюдал за Франклином Рузвельтом в самые мрачные годы Великой депрессии, в то время как миллионы сталкивались с голодом, отчаянием и неопределенностью. Он повторял себе ежедневно: «Нет ничего более страшного, чем сам страх». Это не были пустые слова, это был принцип, который направлял каждое его решение. Истинный мир, понял я тогда, находится не во внешнем мире. Он рождается, когда вы решаете доверять, когда вы решаете верить, что даже перед лицом хаоса есть большая сила, действующая в вашу пользу. Сколько раз вы чувствовали эту тоску, которая поглощает, даже когда все казалось хорошо снаружи? Статистика ясна. Современные исследования в области позитивной психологии показывают, что более 70% людей сообщают о тревоге, даже когда у них есть финансовая стабильность или внешние достижения. Проблема не в обстоятельствах, а в зависимости, которую мы создаем от них, чтобы чувствовать себя в безопасности. Мир, который предлагает мир, является временным. Мир, который рождается внутри вас, непоколебим. Я сам испытал это в своей жизни. Во время моих лет исследований были периоды, когда все казалось потерянным. Возможности испарялись, двери закрывались, и надежные друзья исчезали. Человеческий ум склонен паниковать перед лицом пустоты. Но именно в эти моменты кажущегося запустения я открыл силу доверия. Внутренний мир не устраняет трудности, но позволяет вам столкнуться с ними, не утонув в страхе. Он преобразует восприятие реальности. Проблемы остаются, но эмоциональный вес, который мы несем, уменьшается.
Когда я посмотрел на траекторию великих лидеров и предпринимателей моей эпохи, я заметил закономерность. Те, кто оставался уверенным, кто сохранял внутреннее спокойствие даже перед лицом бури, всегда находили решения, в то время как другие, поглощенные страхом, в конечном итоге разрушали свои жизни. Рузвельт не просто возглавил страну, он вселил уверенность в миллионы, показав, что мужество и внутреннее спокойствие заразительны и способны изменить коллективную судьбу. Практическое применение просто, но требует дисциплины. В моменты напряжения сознательно выберите дышать, замолчать ум и утверждать: «Ничто во внешнем мире не определяет мой мир, он приходит изнутри». Попробуйте делать это в течение следующих 7 дней, каждый раз, когда чувствуете тревогу, разочарование или страх. Понаблюдайте, как небольшие решения доверия накапливаются и как мир почти волшебным образом начинает реорганизовываться в вашу пользу. Истинный мир не зависит от зарплаты, похвалы или мимолетного успеха. Он зависит от вашей способности доверять, выравниваться с большей силой и оставаться твердым, когда все вокруг кажется рушащимся. И именно в этом состоянии, в этом выравнивании, вы обнаруживаете, что проблемы продолжают существовать, но страх теряет контроль. Именно в этом пространстве возникают идеи, решения и мужество, которые преобразуют жизни. Истинная вера проявляется в те моменты, когда все кажется потерянным, когда нет знаков, когда логика и доказательства кричат, что ничего не получится. Легко верить, когда путь освещен, когда результаты ясны и каждый шаг безопасен. Трудно сохранить веру в темноте, когда двери закрываются, друзья отворачиваются и даже собственная репутация, кажется, рушится. Я знал такую темную ночь. Были периоды, когда я терял проекты, которые считал определенными, дружбы, которые считал непоколебимыми, и был подвергнут испытанию способами, которые казались жестокими. Но именно в этих пустынях я узнал, что вера — это не чувство, которое появляется и исчезает. Это сознательное решение. Сколько раз вы чувствовали себя одиноким перед лицом вызова, полагая, что выхода нет? Исследования в нейробиологии показывают, что когда люди сталкиваются с кризисами без видимой надежды, мозг, как правило, высвобождает гормоны стресса, которые парализуют действия и блокируют творчество. Вера в этом контексте действует как переключатель. Она меняет восприятие невозможного, позволяя уму видеть возможности, которые раньше были скрыты. Это инструмент выживания, устойчивости и трансформации. Я помню личный опыт, который глубоко меня поразил. Во время исследования, которое я проводил об успешных людях, был период, когда мои усилия постоянно терпели неудачу. Я потратил время, энергию и даже доверие, чтобы подготовить исследование, которое должно было раскрыть секреты успеха, но казалось, что все потеряно. Друзья советовали мне сдаться, коллеги сомневались в обоснованности работы, и мой собственный ум колебался. Именно в этот момент я решил, что неважно, благоприятны ли знаки или нет, я буду доверять. Я продолжал с верой, продолжал работать с дисциплиной, и вскоре результаты начали материализоваться. Это научило меня, что вера — это не пассивное ожидание. Это действие с решимостью даже без гарантий. Это продвижение с мужеством, когда мир, кажется, говорит «нет». И этот урок не является исключительным для моего опыта. Великие деятели моей эпохи, такие как Томас Эдисон, сталкивались с многочисленными неудачами, прежде чем достичь изобретения, которое изменило мир. Эдисон потерпел неудачу 1000 раз, прежде чем создал электрическую лампочку. Но его вера в видение лучшего будущего поддерживала его твердо. С другой стороны, те, кто позволил унынию доминировать над своими решениями, часто видели, как исчезают возможности, прерываются карьеры и рушатся мечты.
Практическое применение прямое. В течение следующих 7 дней выберите вызов или цель, которая выходит за рамки того, что кажется логичным или безопасным. Ежедневно заявляйте вслух: «Я верю, даже когда не вижу доказательств. Я продолжаю с верой». Понаблюдайте, как эта практика меняет ваше восприятие, как каждое препятствие перестает быть непреодолимой стеной и становится ступенькой. Истинная вера не устраняет трудности, но преобразует вашу способность справляться с ними, упорствовать и создавать возможности там, где другие видят только темноту. Поверьте, именно в темноте свет вашей решимости становится более видимым. Именно в этом пространстве между сомнением и абсолютной уверенностью вы находите силу, которая преобразует жизни, включая вашу. Вера – это невидимый двигатель, который движет невозможным. Отдых – это не признак слабости или лени. Это на самом деле глубокий акт доверия и стратегии. Многие из нас проводят целую жизнь, полагая, что нам нужно насильно толкать каждую ситуацию, игнорируя признаки усталости, умственного истощения и даже физического износа. Я сам научился этому самым трудным путем. Во время одного из моих самых важных проектов я был полон решимости доказать свои способности, быстро показать результаты, даже когда мое тело кричало о перерыве. Я отказался слушать, думая, что продолжение – это признак силы. Результат – внезапный коллапс, который заставил меня замедлиться и на несколько дней полностью отказаться от своих самых неотложных задач. Именно в этом вынужденном отдыхе произошло нечто экстраординарное. Позволив моему разуму и телу восстановиться, я заметил решения, которые раньше были невидимы, ясность в проблемах, которые казались неразрешимыми, и перспективу, которая никогда бы не возникла, если бы я продолжал в изнурительном ритме. Я обнаружил, что человеческий разум работает аналогично двигателю. Без обслуживания, без пауз он теряет эффективность. Современная наука подтверждает это. Исследования в области производительности и благополучия показывают, что адекватные периоды отдыха повышают креативность, принятие решений и даже эмоциональную устойчивость перед лицом вызовов. Отдых не снижает вашу эффективность, он ее потенцирует. Подумайте о людях, которыми вы восхищаетесь. Многие из великих лидеров, писателей и изобретателей моего времени находили ясность и вдохновение в моменты паузы. Генри Форд, например, несмотря на свой утомительный распорядок дня, резервировал моменты тишины и созерцания, и именно в эти моменты возникали идеи, которые изменят автомобильную промышленность. С другой стороны, те, кто отказывался замедляться, кто пытался нести все в одиночку, часто оказывались поглощенными стрессом, болезнями и разочарованием. Этот урок применим не только к работе, но и к жизни в целом. В заботе об отношениях, в воспитании детей, в построении мечтаний, настаивание на контроле каждой детали и никогда не давать места для отдыха – это ловушка. Отдых, когда он сделан с намерением, это акт сдачи. Вы передаете Вселенной, большей силе, которая ведет все, ответственность действовать вместе с вами. И именно в этом пространстве мы находим обновление, творчество и во многих случаях решения, которые никогда бы не возникли под постоянным давлением. Я призываю вас применить это в течение следующих 7 дней. Выделите ежедневный момент, чтобы отключиться от забот, от задач, от контроля. Используйте это время, чтобы просто дышать, размышлять или созерцать, без спешки, без требований. Понаблюдайте, что меняется в вашем уме, в вашем восприятии и в решениях, которые вы принимаете. Часто именно в этом отдыхе вы найдете необходимый импульс, чтобы сделать следующий большой шаг, увидеть скрытые возможности и восстановить энергию, которая действительно преобразует результаты. Отдых –
это не бездействие, это подготовка. Это уверенность в том, что, делая паузу, вы создаете пространство для нового, позволяя вашему уму и духу выровняться с естественным потоком жизни. Именно в этом равновесии между действием и паузой проявляется истинная сила, и именно в этом состоянии вы будете готовы преобразовать свою реальность удивительным и прочным образом. Если есть урок, который я хочу, чтобы вы унесли с собой сегодня, это доверять. Доверять Богу, доверять потоку жизни, доверять себе, даже когда ничего не кажется имеющим смысл. Все, что вы здесь узнали, отпустить контроль, найти внутренний мир, сохранить веру в темноте и даже отдохнуть без вины, сходится к этому. Доверие – это невидимый фундамент, который поддерживает каждое истинное преобразование. И поверьте, это только начало. Теперь у вас есть шанс подняться еще на одну ступень в вашей эволюции мудрости. В следующем видео, которое появляется на экране, вы откроете для себя учения, которые еще больше укрепят ваш ум, ваши решения и вашу способность превращать вызовы в возможности. Вы станете более мощной, более ясной и более уверенной версией себя, кем-то, способным жить с легкостью и целью. Благодарю вас за то, что вы были со мной до сих пор, и я не могу дождаться встречи с вами в следующем видео, где ваше путешествие роста продолжается, и ваша жизнь может измениться еще более необычайным образом. Я жду вас там.